В этом прекрасном видео, очень познавательном, мы с вами поговорим о кармических узлах, лунных узлах, которые в январе месяце на следующие 18 месяцев, то есть до июня 2027 года, меняют свою ось, меняют свое положение, меняют свои знаки. И это большой показатель поворота судьбы, изменений, которые за этим поворотом судьбы могут следовать. Но, конечно же, мы с вами прекрасно знаем, кто не знает, тот послушает, что звездами мы с вами управляем. Мудрый человек, умный человек управляет этим звездным процессом, пользуясь его подсказками. Не умный, не мудрый, так назовем. Им управляют звезды. А мы с вами управляем звездами, пользуясь этими подсказками, применяя их в своей жизни. А не звезды управляют. Кто хозяин твоей жизни? Кто хозяин твоих мыслей? Только ты сам. Поэтому всеми этими процессами ты управляешь сам, используя подсказки астрологического неба. И в данном ролике подсказка – это кармические лунные узлы меняют ось. И участвуют в этом всегда два дома. Для одного знака два дома. Кету и Раху. Раху и Кету. И мы сейчас об этом с вами подробно поговорим. Я думаю, что видео будет довольно-таки длинным, поэтому вполне может быть, что разделим его на две части. Ну, посмотрю, как это будет, потому что нужно пройтись еще и по всем знакам зодиака, по всем домам, но прежде саму суть этих узлов лунных, саму суть этой кармической оси, что это такое. Вот прежде всего вот это очень хорошо должно сесть в голову. А потом ты уже рассматриваешь, что ты с этим можешь делать. Ты уже очень четко смотришь, в каких домах это у тебя будет. И тогда ты можешь даже на следующие 18 месяцев плюс-минус планировать. Но прежде ты можешь сравнить, а как, когда точно такая же кармическая ось проходила по моему знаку, в какой период времени раньше, и ты уже сможешь даже как-то немножечко сравнить, потому что вся жизнь идет по кругу, и ничего нового не придумывается. Все идет, вся история идет по кругу со своими изменениями, но в принципе мода, блюда, которые мы с вами готовим, все идет, вся жизнь идет по кругу. Точно так же и эти лунные кармические узлы. Поэтому можно вернуться и немножечко посмотреть, как было. И я сейчас обозначу эти даты в такой период, а еще даже раньше в такой период. То есть мы немножечко даже можем как-то какой-то провести анализ и сделать вывод. Потому что кармические узлы – это вывод, который ты делаешь. Вывод, который ты делаешь, это ты набираешься в философии жизни твоих собственных. Итак, северный узел Раху, или просто называется северный узел, либо его называют Раху. Северный узел Раху – это голова. Это еще говорят учитель.
мастер, гуру. Ты постоянно здесь чему-то учишься. Вот по северному узлу. Ты проходишь постоянное обучение. То есть ты набираешься опыта. По северному узлу ты набираешься опыта, знаний. Ты встречаешь по жизни учителей в виде книги, в виде какого-то видео, в виде какого-то курса учебы, в виде появления своих детей. Дети – это наши учителя. Дети наши – это наши учителя. Мы с ними проходим свой опыт, которого у нас не было. Если у тебя нет опыта со своим ребенком, то есть у тебя его нет, у тебя этого опыта нет. Потому что только с ребенком ты проявляешь, ты развиваешь свой опыт, как взаимодействовать, как создать отношения дружественные или напряженные, или отношения через любовь, или отношения через насилие, заставлять, наказывать, ругать, кто как. Но это твой опыт, который ты проходишь. Либо ты где-то учишься, ты перенимаешь опыт, тебя учат кто-то преподаватель, от которого ты учишься, то есть ты получаешь свой опыт. Отношения, которые возникают. Возникли отношения между двумя людьми, личные отношения – это тоже твой опыт. Профессиональные отношения, трудовые отношения – это тоже, то есть Раху, северный узел – это опыт, это голова, это учителя, которые по жизни нам встречаются. И всегда вот в этом кармической, на этой оси замешаны два дома. То есть дом – это где голова, опыт, учителя, и следующий дом также замешан вот на этой кармической оси. Это кету. Это южный узел. То, что отработано. Если здесь голова, то здесь хвост. То есть то, что ты уже проработал, то, что тебе уже не нужно, то, в чем ты обязательно сделал вывод, то, что уже не работает. Это могут быть отношения, которые завершаются. Они уже не работают. Ты попробовал, все. И больше это уже не работает. Но опыт из этого я сделаю. Либо это трудовые какие-то отношения. Вот ты где-то работал, ты занимался по какой-то профессии, ты тоже набрался очень много опыта, но это тебе уже не надо. Это уже тебе не интересно. Или учеба, которую ты прошел, она тебе тоже уже стала неинтересна. И ты на каком-то своем пути, ты говоришь себе, а я не хочу этим заниматься. Хотя ты, может быть, положил 2-3 года на это. В данном случае 18 месяцев. 18 месяцев – это кармическая ось. То есть ты положил на развитие своего проекта, ты много занимался, ты много учился, ты что-то смотрел, ты какие-то схемы делал, ты развивался. Но этот проект либо завершается, заканчивается, и просто у тебя останется опыт. Либо, даже если ты не закончил, ты говоришь, я поимел опыт, я сделаю выводы, но больше я этим заниматься не хочу. То есть мы с вами имеем голова, хвост. Мы с вами и имеем учитель, ученик. Здесь ты всегда ученик, ученик, который делает выводы. Те знания, которые ты получил, ты превращаешь их в выводы. Ты сделал выводы, я получил, вот у меня есть диплом, я накопил эти знания, и дальше ты смотришь, куда тебе их применять, либо ты уже это не хочешь. А также это является по северному узлу, по Раху,
это асцендент, а по кету, по южному узлу, это Солнце, мое эго. Поэтому рассматривайте, когда будете смотреть это видео, смотрите и по асценденту, потому что ось эта состоит из двух секторов, из двух домов. Северный это будет асцендент, по асценденту смотрите. Южный смотрите по своему Солнцу, по своему знаку зодиака. Голова, учителя, опыт – это все по асценденту. Все, что по кету, по южному узлу – это наше Солнце. Это выводы, которые я сделал, это решения, которые я буду принимать, это то, от чего я хочу избавиться или хочу оставить. И это, конечно же, всегда вывод, который ты сделал на протяжении вот этого 18-месячного пути, который ты прошел. Выводы, которые я сделал, всегда являются философией жизни, на которую ты опираешься. Это по Солнцу. Ну, давайте с вами рассмотрим следующее еще, что мы с вами, какие показатели рассмотрим. Что же это за такие энергетические точки? Ты чувствуешь, что уже что-то в тебе меняется. И каждые 18 месяцев ты действительно понимаешь и очень сильную энергию чувствуешь, когда меняются эти узлы, потому что это уже отработано, что-то ты прошел. Даже если этот твой опыт был негативный, это уже тоже твой опыт. Поэтому всегда четко по жизни знайте, если у тебя в жизни возникают проблемы, значит ты живешь. Нет жизни, у которой нет проблем. Такого в жизни не бывает. Проблем не бывает только у тех, кого уже нет в жизни. Поэтому не бойтесь проблем и не считайте это отчаянием, и не считайте это «почему со мной?», «как это так?», «да что это такое?». Это опыт. Есть проблемы, есть жизнь. Нет проблем, нет жизни. Вот так рассматривайте, а не со стороны «какой я несчастный, почему это мне все достается?». Вот с этим почему и для чего, пока ты будешь с этим разбираться, ты еще больше погрязнешь здесь. Всегда смотри, я опыт прохожу, и я из него сделаю выводы. Вот у меня сложились отношения, как у меня развивались отношения, и я поимел очень нехороший опыт. Расстался с кем-то, болезненно расстался. Кто-то говорит, предали меня, кто-то говорит, бросили меня, кто-то говорит, несправедливо поступили. А я, да, это произошло в моей жизни, но я сделаю выводы. Я сделаю выводы, и я пойду дальше. А не буду разбираться, почему со мной так, как это, почему всегда это мне, как это так могло случиться, что это у меня. Выводы я сделаю и пошел дальше. Развиваться, а не застрять вот в этом полжизни, барахтаться, копаться, почему, за что и как. Выводы сделай и пошел дальше, чтобы ты еще раз на эти же грабли не наступил. Кармические узлы точно так же, как когда меняют свою ось, это то же самое, что делает Лилит. По Лилит, если ты ее не прорабатываешь, ты на одни и те же грабли наступаешь. И есть человек, который проживает вот с этим вот сплетничать, наговаривать, стравливать кого-то. Он всю жизнь так проживает. Он всю жизнь вот в этом дерьме. И смотришь, уже такой пожилая женщина или мужчина, а сам вот только этим, это, он вот так прожил. Почему? Выводы не сделал. Выводы не сделал. На одни и те же грабли, на одни и те же грабли. Кармические узлы – это то, с чем необходимо разобраться. Голова, хвост. Опыт, выводы. Асцендент, солнце. Все твое задето. Солнце – это эго. Асцендент – это дома, по которым проходит твоя
здесь на Земле жизнь. А Солнце – это с чем ты родился, что зафиксировано было в этот момент на звездном небе. Раху, то есть голова, то есть асцендент. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Учись, занимайся, развивайся, твори, пробуй, создавай. Не стой на месте. Ни в каком возрасте. Увлекайся, занимайся, развивайся, пробуй отношения, независимо от возраста. Пробуй отношения, создавай эти отношения, творчество чем-то занимайся, увлекайся, работай, делай свою роскошную рутину. А рутина – это работа, это учеба, это творчество, это ты чем-то занят. Рутина – это когда ты чем-то занят, и тебе в этом вкусно. Потому что когда ты ничем не занят, и тебе ничего не вкусно, ты в негативе, ты потерян во времени, ты не разбираешься, встал во сколько хочешь, лег когда хочешь, где когда еда, во сколько куда я иду, чем я занимаюсь, это хочу, не хочу. Ты разболтан, ты не в куче, ты не в теме. Ты свобода, которой не пользуюсь. Когда у тебя рутина есть здесь, это и есть свобода, которой ты великолепно пользуешься. Когда есть рутина, у тебя здесь есть на все время. Здесь тебе дана жизнь, дано время. Здесь ты во времени потерян. Поэтому Раху ничего не бояться, заниматься, развиваться, увлекаться, искать себе. А чем я хочу увлечься? Искать себе, а чем я хочу, что я хочу посмотреть. После любого даже общения, если ты с кем-то пообщался, сделай себе выводы. Если тебе осталось такое послевкусие неприятное, не подводи себя, не предавай себя, не встречайся еще раз, чтобы получить это послевкусие неприятное. Это все равно, что как ты получил пищу, и тебе эта пища не понравилась. Ты берешь ее и опять заказываешь, и она тебе опять не нравится, она тебе горькая, тебе стало неприятно на желудок, тебе все это как подотравление было. Ты же не пойдешь опять это купить и принять. Вот то же самое ментально, когда ты общаешься с человеком, и у тебя не складываются отношения, когда у тебя послевкусие такое неприятное, а ты опять идешь и опять общаешься. Да для чего? Так вот, вот это Раху, то есть твой асцендент, и мы посмотрим, в каких домах попадает по асценденту смотри. Вот смотри по асценденту то, о чем мы будем говорить. И по Солнцу. Сначала все по асценденту, а потом посмотри, что у тебя по Солнцу. Так, итак, Раху, не бойся. Не бойся желания жить, получить опыт, знания, возможности. Это очень сильно, когда мы с вами следуем по Раху. А также созидание, стремление, развитие, получить свой новый опыт. Это все делаем по Раху. А что делаем по Кету? Кету – это потери интереса к чему-то, расставание с прошлым, оставить в прошлом что-то. Это трансформации, это скинуть, сбросить какую-то нишу, от чего-то отвязаться, от чего-то вылезти, от чего-то освободиться. Это тоже по Кету. Сделать выводы, расстаться с прошлым, с прошлыми мыслями. А что в детстве, а как в детстве, а папа меня бросил, а мама меня не любила, а мой муж, и пошло-поехало. Расстаться с прошлым, расстаться с одиночеством, нелюбимой работой и с зависимостями. Вот это у нас все по Кету. А Кету мы с вами знаем, это наше эго. Это наше эго. Это самая уязвимая часть нашей эмоции. Это эго. Вот такой вот
Опыт, который ты проходишь следующие 18 месяцев по кармическим узлам, мы проходим экзамен, тест, развиваемся, опыт, встряска и перемены, которые произойдут. А также в этот период, кто слышит, кто с Розаной, быть счастливым, несмотря ни на что, быть счастливым, уверенным, спокойным, осознанным. И не застрять и разбираться полжизни. А вот здесь вывод сделай и пошел дальше. Иметь стержень, силу духа, позитив. Ну вот так вот плюс-минус у нас информация о этих кармических узлах. Они меняют свою ось, и эта ось будет находиться рыбы, дева. Вот на такую ось меняют кармические узлы. И мы с вами пройдемся по всем знакам зодиака, в какие дома попадает эта ось и что с этим делать, как с этими знаниями, как эти все знания применить в своей жизни. Сделаю это по домам, сделаю это во второй части видео. Но четко смотрите асцендент и солнце, потому что задействованы эта ось, задействованы два дома, по которому будут идти. А по асценденту это где мне развиваться, голова, опыт, и это у нас будет раху, по кету это будет южный узел, это хвост, и это опыт, от которого ты сделал выводы. Это то, с чем ты не хочешь расстаться. Это то, что уже отработанный материал, то, что тебя не интересует, то, что не приносит тебе никакого удовольствия, а только приносит разрушение. Это может быть определенная учеба. Ты учишься, и ты думаешь, я сейчас дойду до цели, а сам себя прям за горло держишь. Оно тебе не идет, оно тебе не нравится. А ты себя очень сильно заставляешь. Ты дойдешь до цели, но каким ты дойдешь? Это вот все, вот здесь этот вывод, это твое эго, то есть твое солнце. И в следующем видео мы с вами подробно рассмотрим эти дома, по которым меняется ось на следующие 18 месяцев. Но, значит, смотрите, с января по июнь 27 года меняется сейчас ось, по-моему, с 12 января и до 24 июня меняется 27 года. Но точно такое же было, если вернуться назад, точно так же ось была расположена 2006-2007 год. Кто-то, может быть, сможет какие-то события восстановить. Или 2015-2017. 2015 это вот совсем здесь рядом, 2017. Вот эту ось точно так же была расположена по этим годам. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас всех уважаю. Посылаю вам нашу роскошную формулу жизни. Счастье, счастье, счастье. Крепко держитесь за эту формулу, несмотря ни на что. Стержень, сила духа, позитив и философии жизни. И всегда знайте, умный управляет звездами, используя подсказки. А звезды управляют глупым, неумным. Управляют звезды, потом будет управлять начальник, а потом будет управлять подружка, а потом будет управлять. Когда ты сам не управляешь не хозяин своей жизни, не хозяин своей головы, тобой могут управлять даже звезды. А по сути, умный человек, мудрый человек управляет звездами, применяя их подсказки.
применяя их в своей жизни так, как ему это удобно, так, как он это услышал. Несмотря ни на что, жду от вас, конечно же, лайки, подписку, поддержку, просмотры, комментарии. Становитесь спонсорами канала. И мы с вами идем в 25-й год с очень интересными знаниями. А когда ты владеешь знаниями, ты владеешь своей жизнью. Я не буду говорить владеешь миром, ты владеешь своей жизнью. Через знания. Знания кого? Самого себя. Чем лучше ты себя знаешь, тем качественнее ты живешь. Обнимаю вас.